Мяу. Всем привет, ребят, с вами Киса, это Кроидл. Решил, что сегодня поиграю в какую-нибудь ломающую мозг игрушку, и вот она на ваших экранах. Ну что ж, как я и говорила, это с самого начала игра. Я прохожу все игры без предварительных подготовок. Давайте. Без предварительных подготовок, без просмотров каких-то гайдов, советов и тому подобное. В общем-то, все свеженько, новенько и как оно есть на самом деле. Надеюсь, у меня сейчас все загрузится. Привет! Игра. О, что-то пошло. Ну вот. Игру мне посоветовали поиграть, я решила сделать небольшое разнообразие от всяких шутанов, выживалок, перестрелок, там что-то такого обычного экшена. И решила поиграть что-то логическое, интересное. Надеюсь, я буду не очень сильно тупить. Но если я буду сильно тупить, то я вам просто, не знаю, позволяю, рекомендую, разрешаю не кидать меня, так сказать, не закидывать меня помидорами, а слегка так помогать, подпинывать, как это сказать, подгонять меня в нужном направлении, чтобы я, так сказать, перестала быть блондинкой и чуть-чуть хотя бы перекрасила волосы в брюнетку. Вот, слишком много я болтаю, пока загружается игра, но что-то она очень долго загружается. Вау. Так, перемещение. Для перемещения используйте клавиши WASD. Стандартно, идем. Для бега держите Shift, чтобы подпрыгнуть. Шпейс. Шпэш, шпэш. Так, мы тут. Некоторые объекты содержат текст. Чтобы прочесть текст с информационного стенда, подойдите к нему, и когда курсор изменит форму, кликните на стенке левой кнопкой. Так, курсор. Вот так, что ли? Окей, вам доступны 4 типа взаимодействия с предметами, каждому соответствует своя форма курсора. Глаз – прочесть текст. Скобки – взять либо отпустить предмет. Прицел – применить один предмет к другому. Диалоговое облако – поговорить с персонажем. Окей. Чтобы открыть калитку, кликните по ней левой кнопкой мыши. Так, темно. Мне не нравится, что здесь темно. Некоторые предметы вы можете брать в руки, чтобы поднять красный куб. Кликните на нем, левая кнопка мыши. Чтобы носить предметы с собой, используйте инвентарь, удерживая куб в руках, нажмите клавишу Е. О, здесь еще один кубик. Окей. Ой, еще один кубик. Итак, мы собираем все кубики, да? Вы можете силой отбросить удерживаемый предмет, нажав правую кнопку мыши. Это силой? Что-то как-то у меня силы маловато. Я каши мало. Жамкала. Играем. Ну, господи, не получается. В боулинг играем. Вы можете применять предметы друг к другу, удерживая в руках предмет А, наведите курсор на предмет Б и кликните левой кнопкой мыши. Так, значит, надо донести к этому... Нет. Нет. Вот этого не хватает? Да. Предмет не подходит? Что значит не подходит? Окей. Давайте возьмем этот. Может, тут красненький надо вставить? Замечательно. Итак, кубик мы собрали. Во время игры вам может понадобиться помощь в прохождении. Чтобы получить подсказку, нажмите Tab. Повторное нажатие Tab скроет текст подсказки. Окей, а где Tab? Здесь начинается наша история. Вы спите и видите странный тревожный сон. Чтобы проснуться, следуйте указаниям. Направляйтесь к свету. Так, погодите, это свет. Где свет? А тут можно как-то пройти? Действительно можно. Свет, я иду к тебе, привет. И в темном лесу у нас стол
С чайничком. Здесь начинается наша история. Подойдите к столу и кликните по нему. Окей. Cradle, привет, Степа. Итак, загружается. Глаза? Там были глаза? Там были глаза, ребят, вы видели, да? Там был глазик. И тут я просыпаюсь. И вот вам название данной игры. Ну что ж, ребята, мы прошли с вами обучение, и сейчас у нас, по ходу дела, начнется все самое интересное. Это игра головоломка, я так понимаю, да, где нужно будет взять, принести, взаимодействовать с какими-то предметами, чтобы что-то получить. И сейчас я чувствую, я буду ломать долго, упорно свою маленькую блондинистую головешку. Ну а вы будете над этим, так сказать, ржать, наблюдать, фиксировать и записывать меня в статусы блондинок. Вот. Небольшой такой спойлер на игру. Итак, я просыпаюсь, так понимаю, это кровать. Странная кровать. Я уже тут. Это кто был? Саша? Или Степа? Блин, что такое? Да, я проснулась, я, походу, спала, ребят, на столе, да? Я заснула, лежа на столе. Давайте прочитаем. Табаха, я стал толстым и плохо пахну. Выключи нос. Выключи нос. И не смотри на меня. Стой, я не попрощался с Сонгетсом. Ждал его весь день, но он не вернулся. Пожалуйста, покорми и переодень его, иначе он заболеет. Блин, вот рецепт. Разогрей красную кастрюлю, добавь стакан воды, добавь пару плодов маслин. Если их сейчас много возле озера, плоды разжечь. Чё? Добавь сушеный корень, не забудь его растолочь. Добавь соль, и вода станет рыжей. Баночку соли верни на прежнее место справа от перца. Вари, пока не сварится. Анготс появится, когда услышит запах еды. Если хочешь еще, все вещи продай. Тело можешь выбросить в реку, я сюда не вернусь. Чё? Не поняла? Это что? Инструкция по использованию мобильного трансфера. Включите устройство, поместите палец в отверстие для забора крови. Блин! Старый советский ковер на стенах. Привет, добрый день. Ты диспетчер. У него на самом деле таймер стоит. Стёпа, я тебе так скажу. Так, что у нас тут? У нас здесь свечи, петарды, да, свечи, как я и говорила. Тут у нас книжка. Тибетская книга мертвых. Господи, чем занимаются здесь люди? Трубка. Телефон. Нет, купон на розовую услугу по утилизации донора. Это что, почетный донор здесь живет? Доллар, блин. Открываем. Закрыто. Сундучки. Вау, планшет. Но я не знаю пароля. Замечательно. Так, а как вернуться? А как отменить? Так, окей, я не знаю пароля. Вот, я поняла, как. Что у нас тут дальше? Неразрывная связь. Постер или журнал, или что-то в этом роде. Настенные рисунки, наскальные, сумочка висит, какие-то амулетики, грязь. Фу. Так, женщины здесь не хватает. Монгольский чай, рецепт: вода, заварка, масло, рис, молоко, соль. Чай, рис? Да ладно. Так, это у нас без хлора. Рядом нет никого, кто бы мог помочь вам вспомнить, что произошло. Чтобы встретиться с Ангетсом, приготовьте ему завтрак. Но я так и понимаю, что надо приготовить ему завтрак. What is it? Так, здесь какая-то рабочая
Ёшкин котик. Это женщина? Ребята, я здесь не одна, у меня здесь есть женщина. Какая миленькая девчонка. Черт. Слушай, ну я уже не хочу никакого ангоца. Зачем? У меня есть девушка. Такая миленькая девушка. Прям сидит почти на кровати. Готовая на все. Ну, в общем-то, ладно. Так, мне нужно... Боже мой! У нее нету головы. А можно обратно вставлю? Так, это, видимо, куда-то нужно будет применить. Впоследствии. Больше пока я здесь ничего такого активного не вижу. Вот, тоже. Ну, тоже применить куда-то, да? Или вот это взять, прочитать. Дорогие читатели, вместе с ароматами весенних трав в нашу редакцию впорхнула приятная весточка. Благодаря новой технологии в недалеком будущем очистка пассия от горького компонента может подешеветь на 2%. Миленько. Очень миленько. Так. Мне нужно... Положить. Мне нужно найти, что получается. Еще раз. Где тут завтрак ангоца? Прочитать. Вот, да? Разогрей красную кастрюлю. Красная кастрюля, красная кастрюля. Так, погодите, дайте привыкнуть к игре. Это что ли красная кастрюля? Нет, это не красная кастрюля. Так, что в их понятии красная кастрюля? Так, у нас здесь сливы должны быть. Их, говорят, здесь много. О, носочки сушатся. Маечка, все дела, миленько. Что у нас тут? Ничего. Камушки. Камушки. Тут ничего. Тут у нас тоже ничего. Так, к ящику подведены провода. Окей, что значит провода? Так, это что? Пока ничего. Так, где сливки? Где... Я знаю, какие трава не употреблять. Теперь я понял, почему твой герой ничего не помнит. Ну, на самом деле, если учесть, что он такой чай пьет, я, в принципе, ничему не удивлена вообще. Так, они сказали, что слив полно. Ох, где оно? Слушайте, вот это, может, красная кастрюля или это красный горшок? Может, она надо в горшке красном разогреть? Так, и как выглядят сливы в этой игре, ребят? О, птички поют. Сливы, сливы, сливы. По идее, они, может быть, на полу. Ну, так обычно бывает. А это что такое? Странная вещь, ребята. Что это такое? Сюда кидать что-то можно, да? Так. Камушки, наверное, когда скучно совсем. Что это такое? Лопата рабочая? Нет, не рабочая. Где сливы, господа? Тут ничего. Тут тоже ничего. Как выглядит в этой игре сливы? А вот кастрюля, может, красная, нет? Ржавая такая. Нет, это тазик. Так, вещество из ниоткуда. Любопытное физическое явление наблюдается во время эксперимента по синхронизации нейрчила с копией ДНК. Абсолютно... А, это я газетку читаю. Так, тут у нас есть ведро. А что это такое? Можно это раскрыть? Мне нужна слива. Где слива? Что это такое? Амулетик. Там тазик. Тазик красный. Это кастрюля? Кстати, здесь еще можно подкрывать что-то. Ну вот я... О, здесь есть нож, вилка.
Монгольский чай. Так, а присесть можно? О, я присела. Бидон. Во, кастрюлю я нашла. Я нашла кастрюлю, я нашла кастрюлю. Ну, правда, это какой-то казан, по-моему. Во! Так, теперь сюда нужно что? Правильно. По ходу дела. Это. Вот, да? Окей, закрываем. Вот еще деревяшки, да, есть, по-моему. Деревяшку положим сюда. Так, а сколько нужно деревяшки? Все? Так, и поджечь. Надо поджечь, да, я так понимаю? Тут это... Куда дуть? Куда дуть? Вот сюда, по идее... Ой, деревяшка была. Спички нужны, да? Тут спички, я так понимаю, в какой-нибудь из этих вот ящиков каком-нибудь есть. Так, здесь очки. А это что такое? Тест на беременность? Так, таблетки всякие, бла-бла-бла. Увеличение до 10. Это какая-то хренотень. Уцененные аксессуары. Так, спички кискам игрушка. Это детям не игрушка. Так. Слушай, ты что-то как-то здесь мешаешься. Почему я не могу его поднять и поставить, а? Вот тут, по-моему, нет. Что это такое? Табак. Нет, это табак. А это что? Кристальные атрибуты. Да ёшкин кот. Так, ладно, здесь что-нибудь открывается? Нет, здесь не открывается. Здесь закрыто, здесь закрыто. Сундучки, сундучки. Может, здесь спички валяются? Нет. Кубик Рубик, ребят, кубик Рубик. Все, все. Я теперь спасена. Я не буду мучиться долгими холодными вечерами. Так, здесь... Это чай. Это нож. Стакан с водкой. По-моему, пластиковый. Так. Это чай. Почему я бросаю чай? Это что? Грибной порошок? О, боже мой. Здесь есть чашка. Ложка. Тарелка. Спичек не вижу. Сейчас спички должны быть или нет? Или здесь как-то... О, у нас сегодня 24 июля и пятница, ребят. Какой год? Мой бог. Заскриньте, пожалуйста, это дело. Я буду знать, в каком году, ребята, я живу. По-моему, это далекое-далекое будущее, где нет спичек в доме вообще ни капельки. Так, ладненько. Что это? Сок из плодов. О, подожди, сок из плодов маслины. Туалетная бумага, по-моему. Топорчик. Кому-то можно бошку проломить. Ты просто плохо ищешь. Хорошо, я должна привыкнуть к игре, к ее возможностям, к ее спрятанным... Что это такое? Фломастеры. Больше ничего здесь взять не могу, да? Нет, могу. Ой, прибор уронила. Надеюсь, не разбился? Здесь ничего не открывается. Все, что под руку влезет. Тут мы уже все смотрели. Таблетки. Так, а это что такое? Подождите. Так. Эннабиш, передай, пожалуйста. Боже мой, кто делал эту игру? Вы хотя бы имена-то, что ли? Петя, Вася использовали. Что за Эннабиш? Что за Анацубун? Фу. Так, и здесь замок стоит. Нормально. О, здесь есть постельное белье. Его вытащить нельзя. Нормально. Пользуйтесь постельным бельем, правда, из ящика не вытаскивайте.
Друзья Джамбул и Марк. Супер. Так, ну что ж, здесь я все посмотрела. Осталось... ящичек. Ключ от входной двери. О! Может мне ключ как-то взять? И там... Что такое? Ключ из всего этого можно достать, а вот там плоскогубцы, газетку почитать. Лампочку включить. Так, ну, по-моему, ребята, по моему уровню поиска, я думаю, вы поняли, насколько долго я буду играть в эту игру. Сыр, молоко, бла-бла-бла. Хорошо, если бы я жила в доме, куда бы я спрятала спички, ребят? Вау, какие сапожки миленькие. О, сумочка. Полежи на кроватке. Если бы я была курягой, то, наверное, они были бы на столе. Доступны, так сказать, всем моим желаниям. Какая-то страшная штука, на самом деле. Если бы я не была курягой, то я бы, наверное, держала их на кухонном столе. Ну, рядом со столом, чтобы, так сказать, можно было в любой момент что-нибудь разжечь. Правильно я понимаю? Кухонный стол у нас как таковой здесь отсутствует, кроме вот его, да? Вместе с ТВР-шлем. Возможно. Так, а это что вообще такое? Как это открывается? Дверцу заклинила. Зазыгалка, говоришь, да, лежит зазыгалка? Ну ты вот игру играл. Слушайте, свечку можно зажечь, да? Ты в эту игру играл, тебе это может быть и все видно. Вот это что ли зажигалка? Чего она такая большая? Как ее? Нет, предмет сюда не подходит. Хорошо, давайте откроем эту фигню. Что, только одной рукой, что ли, я могу пользоваться? Вот. Все, зажгла, положила. Так, сюда идем. Разогрей красную кастрюлю, добавь стакан воды. Где там был стаканчик у меня? Стакан, 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 стакан. Где он был? Где-то я его здесь бросала. Вот он, стакан. Так, его с водой надо собрать в воду. Не получается применить. Почему? Потому что надо включить воду. Так, куда я стакан делаю? Господи, вот он. Все налила. Замечательно. Взаимодействуем. Поставить. Выключить не люблю, когда вода текет просто так. Дальше. Читаем. Читаем, читаем. Добавь пару плодов масливы. Их сейчас много возле озера. Плоды разжечь. Для какого-то кого-то там, неважно кто, но масливы возле озера. Озеро, я так понимаю, это оно. Побежали к озеру. А это считается уже озеро? По-моему, это какая-то лужица. Какого-то йети, походу дела, мы сейчас сюда приведем, и он будет на запах еды к нам бежать. Сухое дерево. Ну, хорошо, хорошо, удивлюсь. Я удивлюсь, когда увижу, кто это.
Удивлению не будет конца и края. Так, где? Где масливы? Которых полно возле озера. Я уж тут все ножки намочила. Так, а вам слышно музыку вообще? Скажите, пожалуйста, мне такое ощущение, как будто вообще ничего не слышно. Давайте, наверное, вот так вот применить. Птички поют, слышите, да? Или мой звук из окна, наверное, слышнее, чем звук из игры. Так. Так, где масливы? Я возле озера, если не ошибаюсь. Это же озеро или это река? И здесь есть... А здесь вообще что-то вроде типа карты. Нет, нету. Так, что это такое? Я видел ничего? Блин, масливы, вы как выглядите? Скажите, пожалуйста. Немного? Немного подсказывать можно. Масливы, как выглядят? Расскажи, как мне их искать? Красные плоды. Так, вот я оттуда, да? Откуда я пришла? Вот оттуда я пришла, вон там домик. Озеро это где? Мне сказали, у озера находятся масливы. Их очень много. Где озеро-то? Вот это озеро? Это лужица какая-то. Это, знаете, как будто, типа, дождик прошел, и тут болото такое, типа, наполнилось. И все. Мне кажется, так. Озеро перед тобой. Вот это я вот не заметила, чтобы там было озеро. Реально все лужицы были. Я, может, конечно, таки опять-таки в понятиях разработчика озера это лужица, оставшаяся после дождя, но... Эй, я застрял, я застрял. Нет, я вышла. Так. Ну вот смотри, разве это озерце? Это лужица какая-то. То, что перед домом прям. Красные плоды. Вы видите что-нибудь красное? Нет, не вижу. И тут я ничего не вижу красного. Они обманули? В лужицу иди. Счет 2-3. Вы со Степой счет ведете? Кто кому там лужица? Это лужица, это не озеро. Красные плоды, говоришь, да? Красные плоды. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Кис-кис. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Их, говорит, полно возле озера. Я что, опять прохожу что-то мимо? А, во! Я вижу кого-то. А как собрать? Так, искать. Маленькая, не получится. Что мне сюда еще тащить? Подставку под ноги? Так, ну я, по крайней мере, нашла деревце со сливами, точнее, масливами.
Мне нужна палка. Может, палкой-копалкой побить? Эй! Ой. Подожди. Ой, надо еще попадать. Ёшкин котик. Ипа! Парам! Первая добытая, ребята, макакой добытый плод. Сколько нужно масливок? Где-то моя палка-копалка. Все. Это мое новое оружие пыток, убийства и добычи еды. Йоу! Парочку нужно было маслив, да, там? Так. Мне понравилось. Давайте еще. Йоу! Нормально. Так, где палка? Где моя палка-копалка? Палка-выручалка. Палка-сбивалка. Вот она. Так. Ребят, кому маслива? Ну-ка, подходи. Я нашла способ приручения маслив. Так, 4 штуки, я думаю, хватит, да? Пойдемте отнесем их в дом. Возьму с собой палку-копалку, вдруг она еще мне пригодится. Это все-таки палка-выручалка теперь у нас. Настоящая палка-выручалка. Вот тут плодов, кстати, не вижу в этом дереве. Так, где мой домик? Что, домик потерял, нет? А вот он, мой домик. Кибиточка такая кругленькая вообще. Раньше строили же, нет, точнее, в будущем же будут строить. Странно, да, люди? Так. Бросаем здесь палку. Или где она у меня делась? О, здесь есть еще, кстати, чем полы помыть. Так. Взаимодействовать. Фрукт нужно разрезать. Окей. Так, где здесь был нож? Где-то здесь был нож. Вот тут был нож. Так, куда делся нож? Куда я делал нож? Слушайте, здесь был нож. Не поняла юмора. Где нож-то, господа? Тарелку вижу, ложку вижу. Нож не вижу. Так, птица, молчать. Кто нож спер, сволочи? Где нож? Брюква. Куда я дела нож? Здесь тарелка. Здесь тряпка. А топором можно резать? Нет, его нельзя взять. Блин, интересно, а куда делся нож? Он же был. Кто живет в моем домике? Кто здесь уже был? Ребят, признавайтесь, это вы зашли, да? Вы меня троллите, вы мой нож забрали. Привет, Фокс. Где мой нож? Ёшкин котик. Бумс. Блин, я так аккуратно ставила зажигалку обратно. Я не поняла юмора, куда делся мой нож. Подождите, вот он. Как тебя забрать? Во. Я тебя зарежу. Я тебя порублю. Все. Забираем сюда. Так, сколько нужно? Ну-ка посмотрим еще раз. Добавьте пару плодов. Пару. Нож, надеюсь, ты никуда не убежал? Подожди-ка.
Иди сюда, мой сладенький. Ой, вот так. Положим тебя сюда. Чё ж ты все падаешь? Лошадку найти? Не знаю даже. Лошадочку. Честно говоря, давайте присядем. Блин. В смысле не подходит? А вот так. Все, берем еще один плод. Раз. И два. Кладем. Да куда ж ты, коса это? Иди сюда. Сюда. И сюда. Все, да, дальше что мы делаем? Дальше добавь пару плодов, плоды разрежь, добавь сушеный корень, не забудь его растолочь. Сушеный корень. Где-то здесь висит корень, который я могу взять и растолочь. А тут есть пояснение, что за корень-то хоть? Что это такое? Это грибочки сушеные, да, я так понимаю, почему-то треугольные. Тут тоже они висят. И это все неактивно. Не могу ничего сделать. Лошадку прикольно, но почему бы и нет? Только мне нужно корень найти. Это чай. Бутылка. Кумыс. Даже кумыс здесь есть. Ничего себе. Закроем это дело. Так, тут у нас что? Бутылки, бидончик, баночка, еще пыльные бутылки. И ничего интересного. Закроем. Так, далее. Это что? Витаминная пищевая добавка. Конечно же, ребят, в 2076 без витаминной добавки, ну никуда. Никуда. Это что такое? Форма следа зайца-русака. Нормально. Тут можно зубки почистить, так понимаю. Но корни я пока не наблюдаю. Должен быть сушеный корень. По идее, он должен сушиться где-то, висеть, ребят. Но у нас здесь только грибы. Причем белые. И, походу, дела лисички. Хотя хрен знает, какие-то камни, по-моему. Так, и... Еще. Паутинка. Это что? Станем травой и кустами, станем водой и цветами. Нормально. Здесь у нас поклонение Будде. Можно выключить свет. Можно поиграть с четками. Здесь у нас свечи, ароматные свечи. Но корни я пока... Табак вижу. Считается ли табак за корень сушеный? Я думаю, нет, да? И тут тоже есть предметы, которые не вытащишь. Нормально, мне нравится. Так. А корень-то в чем? Корень-то в чем, ребята? Где корень-то? Это что такое? Фаршированные перцы? Что, подождите? А, музыкальный коллектив. Ёшкин котик. Что в будущем-то нас ждет, ребят? Будем слушать фаршированных перцев. Миленько. Так, это чай монгольский, это... Что это такое вообще? Скажите, пожалуйста, может его добавить можно? Типа... А, это я посолила, походу, дела, да, и поперчила. Это морские водоросли. Надам. Касочек молоко, сыр, овсяная крупа, кунжутное масло, кедровые орехи. Угу. Чашечка, постой, пока ты мне не нужна. Где корень сушеный? Давайте на улицу, что ли, выйдем теперь. Может, тут где-то корень есть. У нас здесь типа огородика какого-нибудь. Может быть, сейчас мы забрали бы. Выкопали бы корень. Посушили бы его на солнышке.
Здесь есть у нас даже... Можно забраться наверх? Привет, гость. Забирайся, 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 забирайся. Вау! Я взяла эту высоту. Так, а что у нас тут? Тут у нас подвижная стойка, к ней что-нибудь крепилось, наверное. Наверное, окей. Тут у нас камушки. Что-то съедобное, непонятное на вкус. Непонятный вкус. То есть я это еще и пожевала, да? Нормально. Привет, привет. Кверти, еще раз. Привет тебе. Как зовут? Кисой зовут меня? Кет? Дырявая майка. Во! Я нашла корень. По-моему, это имбирь. Ну что, пошли сушиться? Толоться? Растолочь. Чем можно его растолочь? Что же у нас здесь есть? Где-то ступка должна быть, да? Перетупка. Где-то мы, по-моему, что-то подобное видели, нет? Помните, ребят, или нет? Это что? Мелкие белые кристаллики, может быть, лимонная кислота. Может быть, может быть. Что это? Запуск первого монгольского спутника. Слышь, Саша, я, между прочим, сама нашла, без твоей подсказки. Так что давай без вот эти вот, то все. Слушай, а может быть, вилкой это можно сделать, нет? Что за игра? Cradle, игра головоломка, как вы говорили, как вы видите, в принципе. Можно чашечку в чашечку положить. И Подожди, чашечка, не надо падать, пожалуйста. Да не надо падать, Ты не разбилась там? Так, взять корень, например. Положить в чашечку. Нет, нельзя применить. Окей. Ваза. Набор картинок, фотографии, мемориальная доска, грубо говоря. Подожди за лошадкой идти, ну, Саш, ну ёпрст, я играю в игру. Виртуальный шлем. Сумка с прозрачной стеночкой. Стульчик, который можно подвигать, потому что он мешается. Ну, или уронить, потому что он мешается. Так, это у нас... Это что, ступка? Это ступка, скорее всего, да? Нам нужно взять корень. Вот. Ой! Нет, ступка, не падай. Все. Теперь нам нужно что делать правильно? Растолочь. Чем толочь будем, господа? Может, бутылка какой-нибудь, нет? Вот у нас пестик. Пестик наш, пестик, ребят, мы нашли пестик. Так, все, окей, пестик можно выбрасывать. Применяем сюда. Все, убираем ступку. Что дальше делать? Мы как это, ребят, знаете, как мужик на кухне. Бросаем все, волочим все. Пофиг, женщина потом уберет. Так, дальше добавить сушеный корень, добавить соль. И вода станет рыжей. Баночку соли верни на прежнее место. Так, вода еще не рыжая. Мы же, по-моему, добавляли соль, нет? По-моему, вода уже рыжая. Ну, давайте еще раз добавим соль. Она уже стала темной какой-то. Так, дальше-то что? Справа от перца? Подождите, куда? А где перец? А где... Это соль вообще или что это? Сколько тебе лет? Ну, мне 20 плюс. Я уже большая девочка. А вот соль от перца так и не научилась, блин, разбирать. Так. Они все разные? А как понять, что это соль, а что это перец? Эх.
Хрен его знает. Что из них соль, что из них перец. Подождите. Учимся читать по-монгольски. О, мне 23 года, ну нормальный, хороший такой возраст. Сочный возраст такой, сочный. Приправа имбирь, чеснок, сыпчатый перец в пакете пусто. Скидочная карта. Ну блин. Речные водоросли. Кассовый чек. Что здесь? Ботва. Грибной порошок. Кассовый чек. Что-то стояло, ребят, рядом с этим. В смысле понятно, что я большая уже? Ну, вот прям обидно как-то. А как-то обидненько, блин. Так, вари, пока не сварится. Ангоц появится, когда услышит запах еды. Если хочешь есть... Если хочешь, все вещи продавай. Блин, ребят, я не поняла, конечно, соль я сюда кинула или перец. Почему она не рыжая, а желтая? Давайте все вместе так посолим. Вот это рыжий считается? И где здесь перец, чтобы поставить рядом? Ты варишься, нет? Эй, Ангоц, приходи! У тебя очень голос милый. Спасибо, но, видимо, да, видно, что я уже не маленькая девочка. Как можно сказать приятное и неприятное одновременно? Спросите у Кварти. Кварти знает. Так, ладно. Конечно, есть в соцсетях. Ну, правда, по-моему, на Перископе меня ссылочек вообще никаких нет. А вот на ютубчике или на Твиче ссылочки присутствуют. Я не понимаю, вот это рыжая вода у меня или не рыжая? Тут перец, соль и как понять, как поставить справа от перца соль? Давайте все закинем. Блин, нет, она стала опять черной. Это вот желтая стала вода. Так, кажется, она прекратила вариться. О! О! Вы посмотрите, я, кажется, ее сварила. Она поменялась. Так, ну что, Ангоц? Кысь, 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 кысь. Птица! Это птица! Она сверху прыгнет? Птица? Кс-кс-кс-кс. Конечно, добавляй. Кс-кс-кс-кс-кс. Нет, как там птичек? Гули-гули-гули-гули. Как их звать-то? Гули-гули-гули-гули. Для тебя похлебка с масливкой. Ну-ка, Летит она, красавица. Орет и наш златогривый. Что ж с ним делать-то теперь? Отнести завтрак. Окей. Я так понимаю, нам нужно взять тарелочку, налить в нее похлебочки. Да, тарелочка? Где тарелка? Так, где-то была чашка, по-моему, да? Мы бросали чашку возле стола. Вот она, чашка. Сейчас, мое солнышко. Нет, не дается применить. Так. Я поставила его. Он же уронит его. Подожди, может, ее взять можно? Вот, да, все, понесли. Слышь? Я тебе кушать принесла. Кушай, солнышко мое, кушай. Вкусно тебе, дорогая. Курочка ты моя ненаглядная. А что у тебя на грудке-то? Бронька. Так, ну что ж, мы его покормили. Что нам теперь нужно сделать? Его почистить как-то, да? Добавлено новое задание. Беркут не умеет разговаривать. Ну подождите. Но он может быть вам полезен. Переоденьте его. Замените жилет Ангоцу. Так, сначала надо найти жилет, да, я так понимаю. Жилет у нас, жилет на кровати где-то что-то валялся, похоже, нет? Нет, не на кровати, не на кровати. Вот это, может быть, заменить? Нет, не могу применить. Не могу применить, ребят. Так, иди еще поваляйся чуть-чуть.
Вот это, что ли, одевается на него? Нет. Сначала застежки. Так. Боже мой. Почему у него в груди дырка? Я лагаю жестко, но это на перископе, скорее всего, потому что на перископе поддерживается очень маленький битрейт, а у меня 6000 стоит на Twitch. Скорее всего, поэтому я и лагаю от тебя. Перископ, он поддерживает максимум 4К. Так, а куда я дела тот самый... Нет, это сюда не одевается. Нет, не применяется. Окей. А где то самое? Это старый, 2053. А где то, что я одевала? Куда она делась? Она куда-то делась у меня. Я не могу найти. Она упала у меня. Это ведро. Жестяное ведро. Вот оно. Ну-ка, давайте его попробуем одеть. Все, видите, я одела бедного нашего беркутеночка. Он улетел, но обещал вернуться. На внутренней стороне жилета есть 4 цифры. Это ключ к ценной для вас информации. 2053, да, ребят? Да, я сказала, добавляй меня в ВК, я не против. Я всегда рада, ребят, общаться со зрителем. Почему бы нет? Да. Да. Еще раз, да. Так, код, походу дела, от нашего... где оно? Вот оно. 2053. Да. Читать записи. Да. Введите пароль 2053. Итак, вуаля, ребята, мы это все сделали. Так, теперь у меня есть книга для записи. Спасибо, Табаха. Мое Энбиш. Я всегда жил здесь, потому что не могу никуда уехать. Дед Баджмин говорит, что раньше тут было много людей, но когда купол взорвался, все они умерли. С тех пор в этих местах никого нет, кроме меня, Баджина и Анготса. У Анготса очень мощные лапы, он служил моему отцу и помогал мне охотиться на зайцев. Родителей я не помню, они погибли при взрыве. Далее. Теперь... когда дует ветер, становится холодно. От ветра можно заслониться, но ненадолго. Без света долго не протянешь, поэтому я смастерил прозрачный жилет с пленкой, как в той передаче про теплицы. Днем Анготцу тепло в этом жилете, но ночью холодает, и тогда я одеваю ему другой, теплый жилет. Я собираю и оцифровываю цветы, ищу самые красивые и делаю из них фотокопии. Потом Табаха везет их в город и продает. На выручку он дольше живет, а мы с дедом покупаем сыр. Далее. У нас теперь новый генометр. Измеряет все. Цветы, насекомых, людей. На Бенджамине показывает 47. На древе у ворот 24. Он даже табуретку изменил. Только думал дальше. А вот он, Анготца, и на мне все по-старому. Выдает ошибку. Дед говорит, на все воля неба. Ну, может и так. Иногда мне снится сон. Я в незнакомом городе. Конец дня. Вдалеке гуляют люди. Рядом со мной кто-то есть, но я не вижу кто. Сон короткий, и после него всегда странное ощущение, будто нужно срочно кому-то что-то передать, а я все позабыл. От этого тревожно и досадно одновременно, и хочется там оказаться, в этом городе. Иногда мне снится сон, это я уже прочитал. Дед Бенджамин умер. Он хотел сделать себе трансфер, потому что ослеп и перестал двигаться. Табаха даже привез ему устройство, но дед заснул и умер. Закопали его там, где он и просил. Завтра будет 4 года, как деда похоронили, а мне выходит уже 23. Вау, как и тебе, кстати, Кверти. Здесь я по-прежнему я снова пробовала уйти, не получается, теряя сознание, как и раньше. Хочу найти тот город из сна. Может быть, рискну сделать трансфер. Деду шлем уже не понадобится, а мне может помочь. Если повезет, я проснусь в новом теле в Улан-Баторе. Плохо, что генометр не показывает моего числа. Я знаю, что это опасно. Слушайте, интересная игра. Здесь какой-то трансфер надо делать, и он не может выйти из купола, я так понимаю. Да, я тебя слушаю. Блин, ну мне надо, ребят. Давай.
Давай, я не знаю, смогу ли я тебя... У тебя написано QWERTY. Я читаю тебя как QWERTY. Не знаю, пришел ли тебе сейчас мое сообщение, придет ли, но тем не менее. Потом я увидел в поле черные клубки, испугался их и зачем-то спрятал свои игрушки в тайник. Блин, я не прочитала до этого, ну ладно. А чтобы место не забыть, сочинил подсказку. Выйди из юрты и прямо иди. На камне с корюгой стрелку найди. Печальное дерево путь твой покажет. Шкатулка в песке тебе тайну расскажет. Теперь не могу отыскать. Блин, теперь нам, ребят, получается искать. Так, прямо иди из юрты, на камне с корюгой стрелку найди. Печальное древо покажет твой путь. Шкатулку в песке. Короче, читай как QWERTY. Так, ну что ж, ребят, добавлено новое задание. Мы сейчас выйдем. Пойдем до камня со стрелочкой. Неприятно, но прости. Теперь надо на камнях искать стрелочки, да, я так понимаю? Так, камушек ты. Нет, не ты. В WhatsApp нет, в WhatsApp ты меня не добавишь, потому что я в WhatsApp не сижу. В смысле мы одни? Мы не одни. Вообще-то как бы я разговариваю с людьми. Привет, киса, привет. Что это? Это Scrabble. Scrabble и игра головоломка, ходючка, бродючка. Вот примерно что-то в этом роде. Я ищу сейчас камень со стрелочкой. Я так понимаю, да? Если все банально, и здесь нет каких-то иносказаний таких, знаете, типа, что ну не камень, а песок. Валун песка или там, или что. В скайпе нет. В скайпе тоже не сижу, скайп это уже даже на компе мне не присутствует. Дискорд. Есть Дискорд. Дискорд. Самое лучшее место Дискорд. Вот, в Дискорде я сижу и вас приглашаю всех присоединиться к Дискорду. Это наша такая уютненькая комнатка для приключений, грубо говоря, для общения. Вот в Дискорд я тебя пригласить могу. Ты единственный, кто не пользовался. Нет, вот есть такие мастодонты, есть такие... Блин, а как, ребят, как написать? Во! Так я же вошла, кажись. Войти. Это кто я? С Инстаграма, по-моему, с Твиттера, по-моему, да? Нет. Блин, я не помню. В общем-то, блин, я тебе не могу сказать. Вот, я тебе скинула ссылочку. Не знаю, тебе пришло или не пришло. Ссылочка на Дискорд сейчас должна быть. Прийти. Так, Саша, скажи, здесь есть иносказания какие-то? Или мне действительно искать стрелочку на камне? Так, где мой дом был? Я потеряла. Где мой дом? Вот там мой дом, да? У тебя 1049 сантиметров важности, Саша, поздравляю. Просто должен быть очень-очень важный. Нет, не пришло, но до сих пор скачивается, по-моему. Во! Я нашла стрелки, да, по ходу дела. Читаем. Дедушка Баджин Бахал. Нет, это получается место захоронения нашего дедуля. У тебя не грузятся чаты. Скинь ссылочку, я туда тебя сама... Или скинь, знаешь что, скинь ID Дискорда, ник ID Дискорда. Я тебя найду. Отвлекли тебя. Печальное древо покажет вам путь, шкатулка расскажет всю суть. Ха! Все тайны откроет вам. Вот мы вышли. Все камни мы посмотрели.
Я сказала, в этой игре есть что-то иносказательное, либо реально надо искать камень со стрелкой. Здесь камней полно, камней полно. Добавляй, Влад. Это что такое? Это ВК? Ты говорит, Сережа, ну ты Влад? Нормально. Что это, скажи? Где-то неподалеку спрятался ваш детский тайник. Выйди из юрты и прямо иди на камни с корягой. Стрелку найди. Печальное древо твой путь укажет. Шкатулка в песке тебе тайну расскажет. Кыска, привет, привет, волк. Ну где ведь... это Дискорд. Окей. Дискорд, так Дискорд. Сейчас, секундочку, ребят. Дискорд добавлю человека. Добавить друга. Ваш запрос отправлен. Так, выходим. Ищем камень с корягой. Камень с корягой. Я поняла, я тебе уже скинула. Видите, камень с корягой. Вот это камень с корягой, да? Это камень с корягой. Выделим стрелочку. Это не тот камушек с корягой. Стрелки я не увидела. В смысле, где стрелка на камне? Вот она стрелка. Вижу, ребят, ее. Вижу. Вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Печальное дерево покажет нам путь. Так, какое из них печальное дерево? Где-то здесь игрушка должна быть. Вот она, стрелочка. Вот путь. Тудысь, да? Нам копать что-то придется? Нам лопату где-то брать надо? Вот она шкатулка, да, если не ошибаюсь? Да, вот она шкатулка. Так, сокровищница, сладости, конфеты, ассорти. Нормальненько. Вот, я что-то взяла отсюда. Да, я на Дискорде нашла тебя и кинула тебе. Чемодан такой же. Так, ваша любимая игрушка в детстве была процессорное устройство, главная деталь механического тела. Еще 2 детали находятся в юрте. Используйте их, чтобы починить девушку андроида. Ребята, сейчас себе сделаю подружку. Подружку себе сейчас сделаю. Вот прямо сейчас. Ну, конечно. Троллишь меня, да, дедушка? Да. Дедушку нашла. Так, где-то у нас здесь девушка сидела. Вот она. В мозги сейчас ей вставим. Место занято. В смысле? Так, а где новые мозги? Так, мозги сделаны. А где моя голова? На кровати, по-моему, да, была? Нет, я же ее на кровать бросала. Так, закроем ей голову. Так, еще нам нужно, получается, найти что-то. Где-то что-то. Так, ваша любимая игрушка. Найдите, присоедините все и синхронизируйте. Так, возле кроватки валяется, если что, надо запомнить. Так, нам теперь нужно найти
Так, это никуда не одевается. Это одевается мне на голову, да, только? Печальнику. Валяйся. Там кнопочка на ноге. Подожди секундочку. Я тебя присоединяю к серверу. Блин, а как тебя пригласить? А, вот пригласить на сервер Stream World. Добро пожаловать в Stream World. В нем нахожусь я. Так, теперь что у нас тут есть? Кнопочки, кнопочки. Присоска к попе. Из причинного места что-то растет. Вот какая-то тоже, по идее... По идее, тут куда-то вставляется, да? Так, кнопочки, кнопочки. Вот это включить кнопочка, да? Опа, она заработала, ребята, она заработала, она жива! Она жива! Чего? Лучше выключить? Хорошо, выключили. Фу. Она не жива. Такой звук пошел, мне страшно. Может, можно куда-нибудь сюда ее присобачить, нет? Слушай, девушка, тебе никуда не вставить вот эту пластинку? Ладно. О! Сисюшка. Снимайся. Тут можно что-то снять еще? Вытащить, как из головы, например, нет? Так, здесь больше не влезает, да? Окей, надо найти, короче, заменитель сиси, так понимаю, да, еще? Заменитель сись. Так, это что вверху? Туда что-то вставить надо, да? Значит, надо что-то вставить туда. Я бы даже порассуждала, что туда можно вставить. А вот, я понимаю, пластинка, это вот место вот какого-то из этих вот циферблатиков, да? Я так понимаю. Так, сисяки. Тут есть что-то активное? Подожди. Тут есть что-то активное? Нет. Тут очки дедушки, я так понимаю. Да, я пользуюсь чужой девушкой. Простите меня, господа. Ничего поделать. Дед пользовался, я буду пользоваться. Ну, ничего страшного, помою, там, облагоражу. И все будет хорошо. Что это такое вообще? Так, здесь что-то активное? Нет, нет. Не теряет. Я не теряю, я пытался это положить на... Вот так, во. Я нашла, как это ложить. Так, закрыть. Что у нас тут? В юрте, говорит, еще 2 детали есть. Одну деталь мы нашли, да? А, нет, 2 детали мы еще не нашли. Так, ну, по идее, здесь, конечно, не будет лежать. Что это такое? Мячик. Ю! Ну, стул, ты мне мешаешься. Что у нас тут? Перо, карта, Улан-Батора. Подожди, что это? Такси. А вот это что такое? Непонятно. Нет, я не могу взять трубу, потому что я на стриме. Так. Тут что-то открывается? Нет, здесь не открывается. Вот что вот это такое?
Ну, простите уж меня, ребят. Вы должны это понимать, что я на стриме нахожусь, у меня... Закончишь стрим, это не Рим. Зачем? Зачем один? Чего ты хочешь спрятать от других? Мы лично ничего не стесняемся и общаемся со всеми одинаково. Так, что это такое, ребят? Это, походу дела, местный кинотеатр. Да, здесь есть топор. Только почему-то его в руки взять нельзя. Я уже пыталась, я уже хотела с кем-то. Заперто. Где-то надо ключик искать, я так понимаю, открывать вот эти вот двери. Зачем один на один общаться, я спрашиваю. Почему ты не можешь зайти в Discord со всеми в общий канал и пообщаться со мной? Я не понимаю смысла общения один на один. Так, там у нас опять-таки фамильное древо. Понятно. Все понятненько. Так, даже дверька не закрывается. Я тебе говорил... Чё? Я что, спать легла? Я сейчас сон увижу, да? На самом деле, еще раз говорю, у меня не лагает на Твиче, на Ютубе, в ВК, но ты выбрал самую лагающую платформу в виде перископа. Ну, блин. Все, я поспала, да? Вынести стол на улицу, чтобы не мешал. Хорошая идея. Но вот меня интересует все-таки... Что вот это за кнопка? О! Я что-то нашла, ребят. Я нашла сисяку! Так, какой-то еще деталь не хватает. Что здесь у нас еще можно снять? Руку, ногу, голову, сисю мы починили. Живот, ножки. Что еще можно снять? Отвертка, рецессивное чистящее средство. Что здесь у нее еще можно поменять? Что-то я не вижу активных действий с девушкой. Сисю мы поменяли. Да подожди, куда ты уронил? Вторую сисю вставить, что ли, надо? Во, что-то еще я могу здесь... Так. Могу встать? О! Еще вставил туда же. Нормально. Все, давай. Ну что? Она жива? Она жива! Восстань, живи! Восстань! Не поняла, почему она не встает? Привет. Привет. Эй. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Где я? Где-то в Монголии? Где-то Какой-то в Монголии. юрте. Какой у меня Какой-то приятный юрте. голос, ребят. Что со мной случилось? Не знаю. Я сам ничего не помню. Это вы меня включили? Да, Вы Мулгер? не знаю. Вряд ли. Где вы взяли мой нейрочип? Нашел в тайнике, под землей. В каком... Когда-то я спрятал в земле тайник с игрушками. Вы играли с моим нейрочипом, а потом закопали его в землю? Блин, естественно, такой вопрос, знаете, на засыпку. Вы играли с моим нейрочипом и закопали его в землю. Да я б тебя убила за это, честное слово, за мой нейрочип, который ты закопал. Похоже, что так.
но я этого не помню. Меня зовут Эннабиш, кажется. А вас? Чего вы хотите? Я хочу понять, что здесь происходит. Вы не Мулгер? Я не знаю, что значит Мулгер. Кто это? Тот, кто похищает людей и продает их вещество. Какое вещество? Не понимаю. Меня зовут Ида. Я тоже не понимаю. Я не узнаю это тело. С ним что-то не так. Я ничего не вижу. и не Голос чувствую. достаточно теплый. Что с моими ногами? Они Они как-то сделаны слитно. Что-то вроде вазы. Что? вазы? Что? У вас вместо ног ваза для цветов. А у вас, говорит, вместо ног ваза для цветов. Я, Костя, проснулась бы от кома, знаете, и услышала, что у меня вместо ног ваза для цветов. Ида, успокойтесь. Объясните мне. Вы робот? Я человек. В искусственном теле. То есть вам заменили тело? Половине человечества заменили тела. Откуда у вас мой нейрочип? Ида, я только что нашел его в старом тайнике. В тайнике, который вы закопали в детстве. Да, если верить моим записям. Как нейрочип мог попасть в руки ребенка? Его принес Беркут. Ручной Беркут моего отца. Где он его нашел, я не знаю. Когда это было? Давно, лет 18 назад. 18 лет назад. Слушай, Эннабиш, мне здесь неуютно и страшно. Я хочу вспомнить, кто я, и вернуться домой. А тебе нравится ее голос? Я хочу того же. Как я могу помочь? Нужно вызвать эвакуаторов. Они приедут и заберут меня отсюда. Сейчас я пытаюсь отправить запрос, но не получается. Мой маркер не отвечает. Что же делать? Не знаю. Можно, наверное, предъявить номер моей нейрокопии, нейрокопии. но Я его не помню. Я почти Я ничего о почти себе не ничего о помню. себе не помню. Со мной то же самое. Но ты хотя бы у себя дома. Знаешь о своем детстве, о семье. Я не Я уверен, не что я уверен, дома. что я дома. Не узнаю это место. Странно. Давай сделаем так. Задавай мне вопросы. Спрашивай обо всем, что тебя интересует. Попробуем упорядочить мои воспоминания. Может быть, у меня получится вспомнить номер. Ты в порядке? Мне как-то что-то не так с этим телом. Не могу понять, что. Нужно поторопиться. Расскажи мне об искусственных телах. О телах. Хорошо. Хорошо. Они называются М-тела. Так. Так. Зачем людям заменяли тела? Из-за Какой эпидемии, механический голос, как бы чего не Возник вирус, не из-за которого заживало. во всем мире И перестали только мне рождаться ударил, дети. ну нафиг. Вирус бесплодия. Его никак не могли уничтожить, и поэтому разработали эту программу замены тел. Перенос сознания из обычного тела в механическое. Так, что-то вроде личного убежища. Да, временное убежище. В нем люди прячутся от старости. От старости. Когда вирус уничтожит, мы сможем вернуться в свои родные тела. Ребят, вот понимаете, сидит она в таком красивом теле, а вернется потом в свое, а она старушечка, лет 50. Так, может быть, вируса уже нет? Но вы же снова станете смертными. Ну, ничего. То есть нет, не станем. Научились же клонировать. Жизнь можно продлевать, просто никто этим не воспользовался. Не успели. успели. Так, ребяточки, опять-таки игра Почему не про успели? клон, да? Потому что из-за эпидемии клонирование стало невозможно. Йоу, привет. Вирус поражал эмбриональные клетки. Много лет Может быть, прошло, вируса уже давай, нет? давай, Много лет давай, Не знаю. давай. Он был очень... На него ничего не действовало. Ни антибиотики, ничего. Уничтожить вирус могло только одно вещество – пассий. Но его очень медленно добывали. В Бывали. смысле добывали Из пассий? Что такое пассий? Самих людей. То А, есть люди его производили своей нервной нервной системой. Нервной системой? Не понял. Но пассий можно получить только из эмоций. Когда испытываешь Боже теплые мой, переживания, Эмоций? твое М-тело вырабатывает немного вещества.
Вещество из переживаний? Вещество из переживаний. Эмоции — это Блин. единственное, из чего можно сделать средство от Да вируса. чего только дожили, Из-за ребят, этого раньше пассии из стал крови, из тела, главная из ценность в обществе. мяса, грубо говоря, И человеческого. каждый человек, Теперь он- из эмоций делают вещества. Фу, все, ребят, пошли эмоционировать. Наделаем сейчас пассия на всю нашу вселенную, чтобы всем хватило на антивирус, а? Заэмоционируем так, что прям зальется все нашей пассией вокруг, а? Жесть. Каждый стал Каждый источником стал ценности. Что ты хотела, хотя 2076 были год? люди, Ну, у которых конечно. вещество Блин. почему-то ценилось выше, чем у остальных. Это эмо. Это люди это за люди? эмо. Люди с какой-то особенностью. У них что-то... Их очень уважали, но... Не могу вспомнить. Кажется, я поняла, что со мной не так. Я не могу дышать. Дышать? Тебе нужен кислород? Мне нужно просто вдыхать воздух. Это наследство от прежнего тела. Рефлекс. От него нельзя избавиться. Для этого вам тела встраивают специальный модуль. Он имитирует Он дыхание. имитирует дыхание. Как я могу тебе помочь? Мне надо найти модуль Мне для... нужен модуль дыхания. Ты можешь найти? Где же его искать? Кругом одна степь. В степи больше ничего? Опиши мне, что здесь есть поблизости. Река, какой-то Река. заброшенный комплекс. Какой-то Вот сейчас заброшенный пойдем в комплекс, по ходу дела. Что за комплекс? Большой такой купол с разноцветными парусами. Подожди. Да, Похоже. там в павильонах хранились детали для МТЛ. И там точно должен быть модуль дыхания. Хорошо. Я попробую. Части Найди тел в седьмой детском павильон. это парке было Я написано, постараюсь ребят. подобрать пароль к хранилищу файлов. Там могут быть мои данные. Если что-нибудь вспомню, свяжусь с тобой. Объясни мне кое-что. Что? Так, с какой эмоции получается Как из вещество? эмоций получается вещество? Его производит одно устройство. Синхрониз... И что он синхронизирует? Твое сознание с твоей же ДНК. Он обеспечивает связь между нервной системой и набором генов. В тот момент, когда ты испытываешь какую-нибудь эмоцию, все равно какую, он производит что-то вроде побочного Побочного продукта. Это и есть вещество пассий. Зачем в механическом теле ДНК? Потому что отдельно от ДНК сознание Влад по погибает. имени Сережа. Я говорю, я разговаривать будем, но в общем, заходи в общение, поговорим, без проблем. Так, дальше. Как погибает? Почему? Я не знаю почему. И никто не знает. Разрушается нейрокопия. Умираешь в приступе паники. Несколько минут тебя трясет от ужаса, а потом наступает кома. Кома? Ну, смерть. Нейрокопия не восстанавливается. Я понял. Так, ну что ж, ребят, странное какое-то вообще здесь событие. Мы идем, по ходу дела, в тот самый купол разноцветный. Так. Но, понимаете, вот интересно. В смысле, у меня не все комнаты закрыты. Это я нахожусь сейчас в закрытой комнате, потому что у меня стрим на синглплеер. Саш, лошадка. Пойдем лошадку искать. Куда лошадка? Где лошадка? Где-то возле воды лошадка будет, да, я так понимаю? Столбы электрические вон те, что ли? Вон те. Пжик, 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 пжик. Это же они? Да, это они. Сидишь в чате, который никто не заходит, и пишешь, все равно никто не читает. В смысле? Это как так? Это что за тонкий троллинг? Вот нам прям туда, я так понимаю, блин, далеко бежать на самом деле. А по путям в ту сторону или в ту сторону идти? От купола или к куполу? Туда идти направо? Или налево? Направо. Блин, это далеко идти. Камни лежат. Странные такие пути, ребят, честно, столбы, точнее. У нас стандартная палка
такая с оленями рогами. А здесь... В смысле никто не читает? Все читают, видишь, вон и Рёх читает, и я читаю, и Саша читает, и даже Сережа с перископа все читает. Наверное. Ну, точнее, слышит, когда я читаю. Так, идем сюда. По водичке пройдемся. Сидишь на радио с ботами, общаешься. О, миленько. Подождите-ка, что здесь прочитать можно? Посторонние шумы, бла-бла-бла-бла-бла. Беги, я скажу, когда стоп. Ну, ёшкин кот, и так бегу. Смотри, как быстро бегу, как беркут ручной. Вот это, по-моему, полетающий, если я не ошибаюсь. Луци, а ты чего? Не успела прочитать. Да, ребяточки, пользуясь моментом, пока бегу неизвестно куда, неизвестно за какой лошадкой, хочу вас всех пригласить в мой Discord, Stream World. У меня ссылочка под стримом находится, по крайней мере, в Ютубе, в Твиче и ВК. Она присутствует, можно присоединиться. Ну и, конечно же, хочу попросить вас покидать мне Луци. Это донатное сообщение, которое для вас ничего не стоит, а для меня несет некое маленькое, но удовольствие. Привет, Вова, как кипард. Да, как кипард. Фу! Да, в наш общий стримворд, вот Орёх тоже является, то есть как киска. Да, вот Степа тоже является тем самым представителем нашей группы Stream World, вот тоже стример, который находится в этой группе и тоже готов с вами поиграть, пообщаться и постримить для вас что-нибудь вас интересующее. Вот как я сейчас играю игру, которую, грубо говоря, захотел мой зритель. Вот, лицезреть в моем исполнении. И как видите, беги, киса, беги. Да, блин, бегу, прям бегу. Смотрю на эти две полосочки и бегу, ребят. Мой путь через две полосочки, понимаете, лежит. Вот, бегу. Такая, хе-хей! Эгей-гей-гей-гей! Почему меня не слышно? Почему эха нет? Почему я... Слушайте, прикольное поле. Можно я уберу? Хочу сделать скрин. Вот такой. А лучше сделать скрин девушки, той, которой мы сейчас разговаривали. Да, я так понимаю, самое будет оптимальное. Все-таки она, так понимаю, наш главная пятница, да, на нашем одиноком острове будет. Что это было? Ребят, это читаемо, нет? Это не читаемо. Две полосочки, Вова, две полосочки. Две полоски. Вон, видишь, вон. Бжик, 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 бжик. Две полоски перед нами. На следующий это вот тут, который будет. Картина Ван Гога, ранний период. Вот это, да? Вот, посерединочке. Зачем мне головоломки? Чтобы понять историю, видимо. Так, я тут. Ну. А, я думала вот посерединке типа путя пройти. Встала. Вот эти кустики. Ну, вот эти кустики. Вижу, да. Так, я вижу. Эй-гей-гей, лошадка! Это что ли лошадка? Йоу, лошадка! Гиги! Ничего себе! А теперь скакай, киса, скачу, скакаю. Головоломки для того, чтобы хоть что-то было в игре, кроме просто погулять. Ничего себе, это реально, смотрите, как несется. А как с нее слезать? Лошадка на реактивной тяге. У нее просто тоже нейрочип вставлен, ребят.
А как я... В смысле, а я... Так, я награждение. Так, опа. Так. Лошадка на месте. Ищем проход, да. Она скипидаром смазана. Она скипидаром смазана. Так, danger. Ищем проход. Походу, дело по дереву нам надо идти, да? Так понимаю. Голова коня на палке плюс скорости. Да, ребят, вы думали, в детстве у вас была детская игрушка? На самом деле нет. Это была скипидаровая лошадка. Привет, Оц. Так, что это такое? Через ограждение я пробежала. Дальше-то что? Эннабиш, я вспомнила, кто были те люди. Те, у которых Пассий ценился выше, чем у остальных. Их особенность была в генах. Они отличались от других тем, что в их ДНК было меньше ошибок. То есть это были люди с хорошей наследственностью. Такие люди производят особенный Пассий. Он содержит ценный компонент. Именно этот компонент нужен для борьбы с вирусом, а не все вещество целиком. Вот почему их так уважали. От них зависела победа над вирусом. Тогда все говорили, что эмоция красивых людей – это наше спасение. Эмоция красивых людей? Так, я не поняла. Значит, некрасивые люди все, да? Не ценный экземпляр? Ох, они сволочь. Значит, я буду неценным экземпляром в их борьбе против вируса? Ну что за люди такие, а? Я уже не хочу играть в эту игру. Они дискриминируют нас, страшных людей. Угу. В них присутствовали мидихлорианы. Это игра про меня. Степа, про меня. Здесь можно полазить, что-то найти еще. И какая-нибудь еще одна спрятанная лошадка. Так, это детский комплекс, да, я так понимаю? Да, это детский комплекс, типа площадки, игрушки, все дела. Да, это детский комплекс. Он же говорил, что типа... О, боже мой. О, боже мой. Какая-то устрица с черным дыханием, ребят. Найдите 7-й павильон и обыщите его. 7-й павильон. Окей. Где написано, что это 7-й павильон? Это он, что ли? Я нашла 7-й павильон? Так, что есть рабочее? Есть что-то рабочее? Так, есть активные кнопочки. Активные кнопочки. Так, активные кнопочки. Нет, активных кнопочек нет. В смысле не нашло? Я красавчик, да, кис? Да, ты красавчик. У меня даже есть баннер в группе, ребят, у нас есть баннер в группе в ВК, в StreamWorld, где Степа заявляет основательно, что он красивее Конана. Это как бы факт, ну, не знаю, доказывающий наши слова. Так. Это так. 7-й павильон. Это ничего не активно. Тут тоже закрыто. Ну, только тот, который мы сейчас посетили, открыт, я так понимаю, и доступен, да? Есть
Вот только он. Да, все кнопочки пассивные. Как настоящие пассивные кнопочки, понимаешь, да? Опа. Вот это написано, какой павильон, а? Где циферка 7? Forgotten City, номер 8. Понятно. Номер 8 я вижу. Значит, где-то так должно быть написано номер 7. Ну, господи, куда я застряла? По идее. Номер 3. Номер 5. Что-то страшное, ребят. Я боюсь туда заходить. Это номер 8. Это номер 10. Так, злой дух из БДО. Кстати, да. Не будь пассивной кнопочкой, тебя будут нажимать активно. Но я так понимаю, все-таки 7-й это вот этот. Где там эта черная козюлька ходящая? Так, я так понимаю, что это 7-й. На нем нигде не написано, что это 7. Но больше все равно здесь ничего нет другого активного. Тут, как говорится, не ошибешься. Так, и еще раз проверяем на активность кнопок. Ничего активного не нахожу. Так, карта автоматического отчета. Ну, я обыскал его. Что у нас тут есть? Карта, карта, карта. Блин, я не понимаю, что здесь еще обыскивать. Это все карты, 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 которые выпадают из этого устройства, я так понимаю. Может быть, что-то наверху активно есть? Чё +1? Тебе же искусственное дыхание нужно, может, у змея забрать. Логично, кстати. Может, у змеи где-нибудь найти, надыбать. Ну, что-то я здесь не нахожу ничего такого активного. Честно. Тут тоже ничего активного пока не нахожу. Ребят, ничего не могу у него отобрать. Ничего. Там рычаг какой-то. Вот этот, что ли, рычаг, по-твоему? Нет. Идти к черному духу. О! Ничего себе! Я на что-то нажала. Я куда-то полетела. Вот это лифт, ребят. Ты на месте. Подожди, я попробую открыть двери. Жду. Ай!
я упала. Ни один стрим, ребята, у меня не обходится без того, чтобы не упасть где-нибудь. Ни один стрим у меня без этого не обошелся. Ни один. Где-нибудь я вечно нахожу место, куда упасть можно. Я не виновата, я. Он сам упал. Честно. Да. Нет. Так, мягкая комната, ребят, с мягкими стенками. Мне страшно. Пожалуйста, выпустите меня. Что происходит? Боже мой. Боже мой. За мной выехали. О! Да, план попадения выполнен. Когда умираешь там, где игра и на смерти не рассчитана. Да, когда умираешь в той игре, где смерти в принципе не должно быть. Это все про меня, все про меня. Итак, я потеряла сознание, понимаю, в какой-то комнате. Павильон «Бесконечные пески». Чтобы получить модуль дыхания, соберите 30 голубых кубиков. Бросайте кубики в восходящий поток. Используйте инвентарь, чтобы выставить очередью кубиков. Из инвентаря зажмите правую кнопку мыши во время броска. Не падайте в воду, это отнимет очки. Пользуйтесь входящим потоком, чтобы подняться выше. Создавайте платформу. Опять прыгать надо! Саша, ты меня заставляешь прыгать? И чё? Чё делать-то надо? Ау. Ой. Ой. Ой! Я упал! Не кусай меня! Что нужно делать? Блин, можно мне перечитать? Где поток? Ой! Я проиграла, да? Да, я проиграла, походу, дела. Блин, не понимаю. А где у меня пересчитывать, сколько у меня уже кубиков? Что, только один? Что, только два? Ай! О, боже мой! Давай сюда наверх самый. Блин, падаю. Где мой поток? Где мой поток? Давайте играем, берем синие кубики.
кубики. Мне синие кубики там не это. Ай! Бляха-муха. Давай наверх. Блин, не упади, пожалуйста, еще раз. Ты что делаешь со мной? Ты что делаешь со мной? Кубики, кубики. Кубики, кубики, кубики. Так, где мой поток? Вот мой поток. Иди сюда. Ой! Лети, 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 лепесток. Так, давайте поставлю вот сюда, чтобы не падать. Бегать спокойненько, чтобы не падать. Да? Вот так. Тихо! Тихо! Что это такое было? Где мой голубой кубик? Вот он, голубой кубик. Уху! Прячем, чтобы я не падала ни в какие дырочки, а то знаем мы эти дырочки. Будет киса пробегать мимо и падать. Ой. Так, тихо. Да ладно тебе. Не бузи, не бузи. Вот так. Мне нужны голубые. Голубые, голубые. Опа, а что это за беленький, значит? Так, где еще голубые, ребят? Вверху? Ой, зря сейчас кинула, да? Да, зря кинула. Комнатка развлечений, блин. Извращенцы. Дырка. 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 Вижу голубой. Не могу отказаться. Ай, не докинула. Ой, не докинула. Тихо, 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 тихо. Ой, господи. Вот сволочь такая. Что значит красные кубики? Напомните мне, пожалуйста. Вот так. Все дорожку сделаем. Так. Подождите. Строим дорожку. Так, где синие кубики у нас еще? Вот так вот. Надо докопаться до небес. Так, что тут страшное происходит? Надо бы наверх залезть, я понимаю. Но мне наверх, я боюсь, что упаду сейчас в этот низ. Так. Вот я упала. И опять потеряла все. Так. Где синие? Вижу синий. Лети. Лети, лепесток. Так. Опа. Тюх. Пожалуйста, не кидайся в меня ничем. Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень прошу. Так. Самый верх, самый верх. Так, где-то синий еще. Вот тут, по-моему, да, синий? Или мне кажется?
Мне кажется, здесь нету синего. Так, хорошо, давайте мы посмотрим, все ли у меня сверху синее забрано, чтобы я могла спуститься на один уровень ниже. Вот так вот, да? Вот так вот. И давайте подойдем, бросим. Ю! Летим. Вот так. А! Блин! Отстань! Отстань, противный! Так, запрыгнуть на кубик я могу? Бесит эта игра. Бесит уже. Ну, блин! О, боже мой. Потока нет. Больше я в игры, Саша, не играю. Хренотеньку. Я вечно падаю. Я вечно теряю все, что набрала. Давай сюда. Давай. Строимся. Дырки залатаем. Сейчас все дырки залатаем. Только вот синих я не вижу, ребят. Синих нет. О, маленький синий валяется. Опа. Да, прыгать мало надо. Просто падать будешь часто. И все. А прыгать-то мало. Я с тобой согласна полностью. О, е. Подожди, что это было? Мани меньше, чем 3? Что? Ай! Он дерет подо мной кубики. Пожалуйста, не падай. Нет. Опа! Так, смотрим, где еще есть кубики у нас, ребят. Ну опять он. Блин, не сюда. Он дырку сделал? Сволота-то красная. Так, а где все синие кубики? Скажите, пожалуйста. Что делать с белым, ребят? Я на нем попрыгать могу? Напомните, не падайте в воду, отнимет очки. Пользуйтесь восходящим потоком, чтобы подняться выше. Создайте платформы, у них спрятаны ценные кубы. Чтобы создавать платформу, применяйте голубой куб к белому. Вот оно что, Михайлович. Опачки. Хак подарил 25 битов. Спасибо, Хака. Так, где нам синий кубик? Мне нужен синий кубик. Хоть один синий кубик. Платформу сделать надо. Потренить платформу. Так, синий кубик хоть один дайте мне, пожалуйста. Где найти синий кубик, а? Блин, на самом верху, да, один? Не туда. Но следующий, ребят, следующий низ, это наш нижний этаж. Мне нужно, я так понимаю, пройти. Блин, как поставить сюда? Вот так вот. Да, мне нужно сюда, например. Так. Кубик. Кубик. Давайте мы поближе к потоку подойдем, построим кубики. Да блин! Поставься! Вот так вот.
И к потоку прыгнем сейчас, в гости прилетим, грубо говоря. Вот. Да попробуй тут еще сбоку залезть. Эй! Их засасывает вниз. Блин, симулятор стройки. Так, симулятор стройки. Ай! Блин. А! Нормально, нормально, ребят, нормально, все хорошо. Ну, падаем, да, конечно же, прыгать не умеем. Ну что, нормально, все. Так и должно быть. Вот так, вот так, вот так. И упали вниз. И вот так. Да, я думал, будет легко. Весело, непринужденно. Так. Я опять упала. Чую. Кого-то киса будет готова казнить. Я уже готова казнить. Честно. Кого-то я уже готова казнить. Ай! Ну какого хрена я перелетела? Объясните мне, пожалуйста, эту логику. Ну почему он перелетает? Фу. Так. Только не упади, пожалуйста, только не упади. Мне нужен синий. Где он был, синий? Синий, я тебя же видела где-то. Выйди, синий, блин, я боюсь вдохнуть. Во, я вижу синий. Так, проверяем, ребят. Опа. И что это такое? Просто платформа? А синий-то где добывать? Так, подожди. Такую хрень сволочи не видел. Только там нужно было строить что-то лучше, провести долбанный хакерский уровень. Тут уж проще по новой начать. Хоть кубов больше будет. А как по новой начинать? Давай, лайфхак, как начать эту игру, точнее, по новой. Ну ты что советуешь-то, господи? Я-то думаю, сейчас какой советик хороший. Строим баррикады, ребят. Майнкрафт в новом исполнении. Никогда в жизни не думала, что буду играть в Майнкрафт, но вот видите, жизнь удивительная штука. Ой, я вижу синий. Я вижу синий, ребята. Тых-тых-тых-тых-тых. Ну-ка, попадем? Попали. Ой, я вижу еще один синий. Так, красный появился. Слышь, красный. Мама! Спасибо, красный. Просто спасибо. И я упала опять
самый низ. А-а-а! 6. Ай! Понятно, пока я. Нет. Мама. Прыгать, говорит, не надо будет. Мама! А! Саша. Все, мы проиграли. Довольны ли? Хватит ли вам этой игры? Хватит, хватит. Так. Фу. Так, вниз можно как-нибудь спуститься? Уху! Летим! Ха-ха! О, да. Да. А где моя лошадь? Сэр, вы лошадь мою потеряли. Не знаю, пригодится ли нам это. Были такие люди, которых называли аутсайдерами. Ребята, у меня лошадь Они потерялась. зачем-то распространяли этот вирус бесплодия. Из-за них он разошелся по всему миру. Но зачем они это делали и каким образом, не помню. Там можно покататься на карусели. Она рабочая разве? Вот это что ли каруселька? Так. О! Трын-д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 ын. Е! Лети! Забор сломала же уже, по-моему. Так, стоп. Ой, нет! Стой. Хи-хи, вместо лошадки, да, я так понимаю? А лошадки у меня нет, кстати. Лошадка у меня потерялась. Эх, хорошая была лошадка. Милая такая лошадка. Так, понять бы еще, где мой дом. В чем смысл игры? В общем, тут есть сюжет. Этот сюжет проходится вот такими вот решением задач, головоломок. Найди, приготовь, раскопай, угадай, разгадай загадку. Где мой дом? Я потерялась. Ну вот, по идее, озеро, да, вода. Плащай, плотва, привет, ковер, самолет. Да, то есть я очнулась, суть в чем? Я очнулась и ничего не помню. Начинаю бродить, крутить, вертеть, читать записки, Вот мой дом, юрта, моя юрта. Разгадывать загадки, искать решения. И нахожу, короче, андроида у себя в юрте, которого нужно, грубо говоря, починить. Да, его чинишь, находишь детальки, вставляешь, чинишь, и она тебе рассказывает интересные истории. Типа 1001 ночь. Так, ну что ж, я дома. Привет, деваха. Ты принес модуль? Дайте сделаю скрин. Вот такой. Я хочу сделать скрин на стрим.
на баннер вставлю эту девушку себе. Вот так вот. Так, ну что ж, да, как его Да, подключить? Как его подключить? В груди должна быть трубка, трахея. Через нее воздух проходит. Вот к ней как-то. Хорошо. Ну что ж, давайте зайдем ей в грудь. Привет, грудь. Так, а где там наш? Нет, не то я взяла. Еще раз. Раз. Открыла. Взять это. Все. Спасибо. Не за что. Подожди, а грудь ей Наконец-то вернуть-то я можно? Как твои Как твои поиски? поиски? Нашла пароль? Пока нет. Но я немного вспомнила о себе. Я работала здесь, в саду Гербер. Кажется, воспитателем. Помню, как сюда привозили детей, показывали им представления. Потом они играли в павильонах, приносили оттуда части тел и зачем-то складывали их перед сценой. Странный аттракцион построили. Странно, что его именно здесь построили. Я вот чего не понимаю. Ты говорил, что он заброшен. Но он же до сих пор работает. Там есть электричество. Почему его не убрали? Там был взрыв. Все заражено каким-то ядом. Ты что-то помнишь об этом? Кажется, Что это? это то, из чего возник вирус. Эпидемия началась из-за одного такого взрыва, как здесь. Из-за одного? Их что, много было, этих взрывов? Несколько сотен по всему миру. А кто устраивал взрывы? Помнишь, я говорила про аутсайдеров? Вот они устраивали. Какие-то террористы. Какие-то террористы? С какой целью? Да не было никакой цели. Они вообще не нарочно это делали. Просто у них в груди иногда взрывались капсулы с пассием. Непроизвольно. Все дело в этом веществе из эмоций. Боже мой, аутсайдеры взрывались, И что с ним было не так? а в груди у них была капсула с веществом. Ребят, куда идет этот мир? Я не знаю, куда идет эта игра, но это просто странно, очень, очень странно. Опасный компонент. Горький пассий. Это такая черная жидкость. Иногда она вдруг превращается в яд и взрывается. Эти люди Помните, носили да, там бомбу. черный этот дух был, Они как из сами того БДО. не желая, уничтожили Походу, тысячи это людей летающий пассий. и лишили всех способности размножаться. Чем же они от других других отличались? В чем отличались? причина? В чем причина? В дефектах наследственности. Чем больше их в ДНК, тем более горьким получается пассий. Аутсайдеров и жалели, и боялись одновременно. Никому не хотелось жить рядом с бомбой. Многие аутсайдеры покидали города, чтобы не доставлять никому Может, неприятностей. это и есть аутсайдер, смотрите, Так назвали. наш главный герой. Их по-разному называли. Низший класс или некрасивые люди. Защитили Вот общество это от эмоций я! некрасивых людей. От эмоций некрасивых людей. Блин, это, ребята, эта игра, ну прям жесть. Она Неожиданная дискриминирует проблема меня. И не единственная проблема. Чтобы жить в им теле, нужно топливо. А приобрести его можно только в обмен на сладкий пассий. Что такое сладкий пассий? Это то ценное вещество, которое производили красивые люди. Я рассказывала тебе о нем. Вообще, сладкий и горький пассий – это две части одного и того же вещества. Каждый человек своими эмоциями производит оба этих компонента, только в разных пропорциях. У людей с более чистой ДНК получается много сладкого вещества и совсем немного горечи. У аутсайдеров наоборот. Красивые люди ценны, некрасивые опасны. Понятно, ребята. Некрасивые, опасны. Где Блин, же мне не аутсайдеры нравится брали эта игра. средства для проживания? Им выдавали пособие по плохой наследственности из запасов фонда. Запасы пополнялись за счет сбора налога со всех жителей, в первую очередь с красивой элиты. И огромная часть запасов шла на содержание некрасивых людей. Они стали для всех постоянной головной болью, распространяли вирусы и истощали фонд спасения. Ядовитые, некрасивые Ядовитые, иждивенцы. некрасивые иждивенцы. Боже мой. Ядовиты их эмоции. Некрасивые опасны тем, что живут и чувствуют. Этим они отбирают у остальных надежду на возвращение.
Я помню, как много об этом спорили, искали выход. И что, нашли? Да, кажется, да. Комитет предложил программу гибернации, усыпление некрасивых. Не понял, какое усыпление? Деактивация. Добровольное отключение. На какое-то время, пока не уничтожит вирус. И многие соглашались. Они же понимали, что это лучшее, что они могут сделать. Но не знаю, помогло ли это. Подожди. Подожди. Вот получается, я страшный человек, которого усыпили, я проснулась. Кажется, подобрала пароль. Да, доступ есть. Я вижу файлы. Попробую найти список сотрудников. Там должны быть и мои данные. Да, некрасивые люди опасны, ведь красота убивает. Наоборот, не красота убивает, получается, у тебя зрение. по их мнению. Почему странно? Видишь виртуальные файлы? Мне и обычное зрение не помешало бы. Я как в темноте, но не могу понять, где поломка. Так, У разбит тебя экран. разбит экран. Сейчас На она лице. увидит, что он страшный, Это смотри. называется лукскрин. Да, он поврежден. Может быть, в саду Гербер есть исправный? Кажется, есть, но зрение он мне не вернет. У меня что-то с объективами, а вот их в саду нет. И я не знаю, где их взять. Ну, я попробую достать объективы. В поле? Здесь же нет никого. Что это? Не знаю, пойду посмотрю. Пойду посмотрю. Давайте мы и грудь вернем. Игра сохранена. Грудь, грудь. Верните грудь. Не хочу смотреть на женщину без сисек. Так, ну что ж. На станции магнитной дороги ожидается челнок. Поговорите с машинистом челнока. С машинистом челнока. Вот оно. Но лошадки у нас нет, ребят. Лошадки нет. Не могу до туда добраться быстро. Значит, мы просто побежим. Мне кажется, я была тем самым некрасивым человеком, которого усыпили. Да, грубо говоря, усыпили. И я проснулась такая, типа, у меня сейчас эмоции, эмоции, эмоции. И такая, бам! Боже Он где мой! пропал? Слушай, узнал я, сколько они дают. Платят хорошо, даже очень. Завтра пойду. Процедура простая. Не больно, не вредно почти. У тебя мозги портятся немного, а их пациент поправляется. Ну и ладно, буду так подрабатывать. Может, и цветы собирать больше не придется. Но это в планах только. Пока на фитокопии спрос, будем продавать. У меня для тебя Нет, заказ. бабёнку- Запоминай. 2 красных, не меньше 70. 1 оранжевая. Ну? И чё? Извините, я ничего не понимаю. Как вас зовут? Мэн, видишь, у меня времени нет торчать тут. Ты что, табаху задерживаешь? Табаху Меня с работы задерживаю. уволят. Не хочу я опять на 20 дней в месяц выключаться. Табаха. Я потерял память. Что за фотокопии? Если ты Бородатый шутишь, то андроид. это дурость какая-то. Объясни, что такое фотокопии. Почему мы их продаем? Ну что за чушь? Почему продаем? Потому что покупают. HQ продукция ценится. Кто-то красивые копию своей ДНК лицензирует и продает. Потом из нее всякое делают андроидом. Вазы всякие для цветов. Вазы Вон у всякие тебя на для столе цветов. такая сидит. А мы с тобой цветы оцифровываем. Запекаем их в фитокопии и продаем. Понял? Люди Люди любят, любят, чтобы чтобы на это то было было большое большое число. число. Они Они ценят ценят всё все красивое. Короче, сканер показывает коэффициент красоты, да, у каждого. Так как у меня не показывается ничего, то есть я непонятно кто. Ладно, Табаха. Что нужно? Нарвать цветов? Кто-то не кидает Да не лут, тот нарвать жлоб. цветов. ГГГ. Если ты снова чего попало нарвешь в ноздри. Я даже знаю, про кого это. Кому Это был и Саша. как? Нужны самые красивые. Какие плакаты на фоне. Да, там женская попка, если не ошибаюсь. Я в вопросах эстетики не очень. Не очень. Ты странный сегодня. Берешь генометр, идешь к цветам и замеряешь их красоту. Нужно 2 красные герберы с HQ не ниже 70. Не ниже.
И одна оранжевая, не не ниже 80. И одна желтая, не ниже 90. Замеряй только пол. Во что упаковать? Так как всегда. Коробку из-под обложек. Хорошо, мне не сложно. Я вернусь через 3 часа. Чего хочешь за работу? Еды тебе привезти? Идите. Мне нужны объективы для женского М-тела. Этой вазе объективы не помогут. Когда дед твой покойный ее по Энхангоре покупал, она уже тогда толком не работала. А что ты хочешь? Дешевая копия, пиратская. Брось. Пусть стоит себе, пылится. Да. Привези мне объективы, Табаха. Ладно, я... Короче, пиратская копия, У меня к ребят. тебе еще один вопрос. Мы, как всегда, будем опять иметь дело с Что это пиратской за число у тебя копией. на груди? Что оно означает? Как смешно. Пошутил так пошутил. Так, все, я поехал. Дел куча. Еще и погода Это его холодная, зябкая. уровень красоты. Что, не видно, что ли, что он страшный? Шапку. Меховые, знаешь, есть такие теплые шапки? Слушай, он после этого подумал, что я дебилка, наверное, и пошел. О, да. Так, возвращаемся, значит, домой. Берем генометр. Гену мерить сейчас пойдем. И ищем цветы, да? Я так понимаю. Красная, желтая, оранжевая. 70, 80, 90. Ниже тоже андроиды. Жесть, говорит, китайская копия, дешевая, бесполезная. Так, где-то мой генометр. Вот он, да? Генометр. Сказать, где цветы? Подождите. Табаха достает вам объективы в обмен на 4 фотокопии. Соберите цветы с помощью измерителя генов. Вам нужны 2 красные герберы. Не менее... Я так думаю, возле воды они будут расти, нет? Цветочки. Где-то мы видели цветочки, по-моему. Возле воды они были, если не ошибаюсь. Ой. 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 Генометр, ты где? Фу. А как его заставить работать? Ты мне показал какой-то звук или нет? Бумс. Вот какие-то цветочки я вижу. Вот, Рейди. Но это же не они? Цветы, да? Хватит уже выкидывать. Чем больше валяешь, тем больше любишь. Ты не знал это, что ли? Что, еще сломать можно? Да ладно. Так, берегись, 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 берегись. Где? Где мои цветочки? Подожди, цветочки были, по-моему, в этом куполе, нет? По-моему, там цветочки были. Типа в палисадниках. Поле большое. Искать я буду долго. Они хоть яркие, хоть видно издалека. Это цветочки? Нет. Так, можно мне посмотреть настройки? Есть ли у меня... High. Very high. Все, то здесь лучше поставить нельзя, да? Как он работать должен?
Он сам автоматически покажет циферку или нужно какую-то кнопочку нажимать? Угу, наводишь на столько будет циферка, понятно. Это вообще, по-моему, лупа. Да, это генометр, ты чё? Это генометр. Ну, по крайней мере, меня дядька узнал. Я точно знаю, что это я. Этот Эннебиш, или как там его? Так, говорите, яркие цветочки. Только не говорите, что я их пробежала и типа не заметила. Если я их пробежала и не заметила, значит, они не яркие цветочки. Так. Может, они просто и не тут. Йоу! Вот там цветочки есть. Красный, оранжевый вижу. Число на груди – это личный наследственный коэффициент. Он есть у каждого человека. У тебя он тоже есть. Он обозначает степень чистоты твоей ДНК, то есть показывает, насколько ты ценен для общества. Так, я навела на цветочек. Почему нет циферки? Ага. Ой. Нужен бутон полностью раскрывшийся, да? Да ладно, где же еще не полностью раскрыт? Вы издеваетесь, что ли? Так. Бутон не полностью раскрыт. Что это, попа? Опять попа? О! Сколько? Не поняла, и что, он будет еще от меня уходить? Ноль пять. Надо еще целиться. Ёшкин котик. Давай, целимся. Нам нужно оранжевое, не менее 80. Ага. О, нет, 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 нет. 48. А нам надо 80, да? Не менее 80. Так. Ла-па-па-пра-па-пам. Вижу один раскрытый, по-моему, полностью, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим на него. Нет, не полностью. Боже мой, звук. Этот звук. Рядом со мной черное животное.
Ну, в смысле не полностью раскрыт? Он же полностью раскрыт. Ты издеваешься? Ну, я-то что делаю? Желтый есть еще. Так, это ты? Блин, нет! Ну, ёкало мене. Блин, они для меня раскрытые все. Я не понимаю, как можно сказать, что они еще не раскрылись. Оба. А мне надо... Да блин. Во. И как его взять? Желтая не менее 90 мне надо. Там была какая? Я не понимаю, как это делать, честно. В чем смысл? Дождаться, пока он до конца закроется? Что случилось? Меня съел это животное? А где мой метр? Генометр потерялся. Где мой генометр? Палку вижу, генометра нет. В смысле, писец, где мой генометр? Он что, забрал у меня генометр? И что делать? Блин, лошадка пропала, генометр пропал. Что делать? Почему мне не предупредили, что здесь генометр потеряться может? Так. Записка. Ты рванул твой генометр в руках. А где у меня последнее было? Плохие новости. Напутствие. Так понимаю, последнее это было... Вот это, да? Кольцо тишины. Это что такие магические озера? А, вот самые красивые. Загрузить. Да, господа. Мне надо взять генометр. Вот этот вот генометр.
Ох уж это черная тень, а черный дух. Он познал вкус моего тела и генометра заодно. Так, ребяточки, давайте, наверное, мы с вами сделаем... у меня вопрос к Саше перед тем, как я сливну, так сказать. У меня вопрос к тебе. Насколько я прошла далеко? Число на груди – это личный наследственный коэффициент. Он есть у каждого человека. У тебя он тоже есть. Это пол игры, Он обозначает степень часть чистоты игры. твоей ДНК, то есть показывает, насколько ты Четверть. ценен для общества. груди. Примерно 20%. Угу. Во, по-моему, вот этот вот сейчас будет, смотрите. Во. Нам нужно красных с коэффициентом не менее 70. 2. Угу. Так, еще нужно плоский. По-моему, тут один плоский еще. Давайте мы его. Да. А он дальше не уходит, смотрите. Блин. Во. Берем его. Да, я планирую заканчивать. Мне теперь нужно еще оранжевая, не менее 80. Одна оранжевая. Вот так вот. Пойдем искать оранжевый. Так, черного духа нет здесь, надеюсь? А то я уже познала, что это такое. Вот он плоский. Давайте его. Так, а мне нужно не менее 80. Во. Убираем. Берем. Засовываем. И одна желтая не менее 90. Сейчас будем, значит, пытаться на 90 себе желтую. Натыкать пальчиком на 90. Так. Вот он. Вот он. Он ко мне идет или нет? Он за мной охотится, что ли? Не пойму. Мне страшно. Два их теперь, ребята, их два. Их теперь двое. Ой! Так, не вижу плоских желтых. А есть еще где-то цветы? Так, стоп. Ну-ка, смотрим. Вот, по-моему, есть два желтых, да? Два. Во! Все, мы взяли. Мы взяли. Ого-го-го-го-го. Ого-го-го, пацаны, расслабьтесь. Я пошла отсюда. Я отсюда потепала. Подальше, 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 подальше. Так, где там мой домик? Вон он, мой домик. Выбрать, чтобы не пропал. Угу, угу. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Говорят, есть графический меч, чтобы рубить вот эти вот сгустки, да? Я так понимаю. Это надо... это надо здесь сейчас, типа... Вау. Так, мой дом где-то рядом был. Юрта, где моя юрта, ребят? Вон моя юрта, вижу ее.
или растворять, я в них палки кидал. И что, они пропадали? Если палку кинуть, то они пропадали? Да? Круто. Слушай, в следующий раз, если мы будем сталкиваться, то надо палку в любом случае иметь в инвентаре. Я же говорил, палка-копалка решает все вопросы. Так, но это еще не все, ребят. Нам нужно теперь найти, куда их положить. Коробочка нам нужна. Из-под чего там коробочка какая-то была? Так, сюда предмет не подходит. Эй! Эй! Да блин! Баба Ваткине нажала вазу. Нет. Там сказали в какую-то коробочку положить. Я забыла, какую коробочку. Можно как-нибудь напомнить, прочитать, что он говорил? Агрегат лежит. Какой агрегат? Их нужно сначала в стекло запихнуть. Да ёшкин котик, перекотик, блин. Серый большой агрегат. Вот в этот агрегат надо его сначала открыть. Да, теперь достать цветок. Нет, слишком низко. HQ. Что? Как низко? Так, погоди. Что за фигня? Слишком низкий. Ах ты, козюль. И этот низкий, этот низкий. Блин. Так, этот могу. Короче, один красный нужно, и еще один оранжевый сделать. Ну, у нас есть еще один шанс, ребят, пойти кинуть палкой. Чё? Сообщение отсутствует. Не подходит. Блин. Вот сюда, во, подходит теперь. И это сюда подходит. Но цветочки нам не подходят. Выкидываем. Опять идем, значит, мы к этому рассаднику черных. Дайте такую палочку найду. Так, почему я не могу ее взять? Мне нужны палки, палки-копалки. Твердый стул у меня. Он такой, знаете, здоровый, хороший. Не болею. Палка. Палка. Почему палка не берется? Палка не берется, ребят.
могу собрать палочек, чтобы ему кидать. Печальненько, печальненько. А еще на них распотыкаться нельзя? Лупа нет. Так, понимаю, не подходит, да. Вот он должен быть красненький. Давайте посмотрим его. Сколько нам нужно? 2 красных, коэффициент 70. Во, убираем, забираем. Так, и оранжевенький нужен. Оранжевый еще вон там цветы растут, за ограждением. Правда, они здесь не раскрытые какие-то. Ну, может, найдется один? Нет, везде одни бутоны, блин. Бутоны. Ищем не бутоны. Кажись, этих духов пока не вижу. Вот, я вижу раскрытый, ребят. Так, какой мне нужен? Оранжевый, не менее 80. Давайте на всякий случай еще возьмем, на всякий случай. Вот так вот, все, побежали домой. Побежали домой. Это был сложный, самый сложный луз. Почему? Или обязательно расти должны? Нет, они обязательно должны расти конкретно с такой циферкой. Иначе как бы не считается. Ну, типа, знаешь, изначально гены были хреновые. Я так понимаю. А нужно найти изначально не хреновые гены, чтобы, типа, самые красивые цветы были. Хотя, по факту, я в них что-то разницы не увидала. Что на 40, что на 90, одни и те же цветы. Ой, что это такое? Почта России? Терминал эпистолярной связи номер 905. Дата последней записи картриджа 1 июля 2058 года. Ребята, они припозднились. Здесь ответ на твой вопрос. Какой вопрос? Да. На Почту России похоже. Очень похоже. Закос. Такой, знаете, закос. Итак, напоследок. Спасибо, Саша, тебе тоже напоследок за очередной луц. Ты же моя луцевая фея. Многофункциональный аппарат. Так, и нам надо, значит, ребят, взять вот это вот сюда. Вот. Вот. Теперь у нас пошло. Видите? Вот, и этот пошел. Все, мы умочки, мы справились, ребят. Мы прошли эту игру. Давайте засунем сюда. Все, это у нас есть. Теперь нам нужно отвести это все. Поговорите с Идой. Ида, пиратская ты наша копия. Здравствуй. Знаешь, я вот о чем подумал. Я могу попросить Табаху помочь тебе с эвакуацией. Нет, Эннабиш, это плохая идея. Пока я не проверила номер своей нейрокопии, никто не должен обо мне знать. Почему так важен этот номер? Потому что я не уверена в своей подлинности. Мы же не знаем, где был мой нейрочип до того, как попал к тебе. Если я дубликат, то меня просто арестуют при первой же регистрации. Привет опять. Ну, хорошо, как знаешь. Значит, будем выяснять твой номер. Значит, будем И выяснять пока твой тоже номер. никаких результатов. Я нашла список сотрудников аттракциона, но в нем почему-то нет моего имени. Хотя я уверена, я здесь работала. Нужны новые подробности об аттракционе, любые детали. У меня есть обрывочные воспоминания, но они мне ни о чем не говорят. Так, а что ты вспомнила? А что ты Расскажи вспомнила? мне. Расскажи мне. Ну, например, я помню, что после развлекательной программы все дети зачем-то проходили трансфер.
Трансфер? Что проходили? Зеркальный трансфер. Это процедура переноса сознания в механическое тело. Так вот, дети покидали сад Гербер в живым телах. Странно, правда? Трансфер в парке развлечений. В смысле, а зачем? Канти, конечно, я знаю Трикотика. Да, странно. И еще их возраст. Это были совсем маленькие дети. Лет 5. Может быть, 6, но не старше. В смысле, они трансферировали А что не детей так с их без их возрастом? желания, То, что что в ли? таком возрасте трансфер проходить нельзя. Маленьким детям не делают замену тела. Но здесь это почему-то происходило. его брат? Ну, А приятно я принимала в познакомиться. этом какое-то участие. И не помню, какое. Ну, давайте выясним. Вернем тебе зрение, и ты вспомнишь. Может быть. Если Объясни мне, что это за устройство? Лукскрин. Лукскрин. ты имеешь в виду, в чем его назначение? Да. Как этот экран обеспечивает зрение? Лукскрин не обеспечивает зрение, он просто транслирует изображение глаз. По-моему, Я уже иду. В каком павильоне павильоне искать? искать? Так, ну нас во-вторых, сейчас отправят, не ребят. Ой, забудь что не Что забыть? не забыть? коробку с фотокопиями. Скоро увидимся. Скоро увидимся. Ну что ж, коробку с фотокопией мы взяли, но это, ребят, мы сделаем... Мы это сделаем с вами завтра. Сегодня я скажу вам всем спасибо, ребята, все, кто пришел, все, кто был, присутствовал, ну, меня поддерживал, подсказывал, кто слал луцы, вам вообще отдельное ангельское кошачье спасибо. Ну и до новых встреч, не забывайте подписываться на канал, мне будет очень приятно лайкать, заходите, говорить привет, киса. Здесь я вообще, в принципе, ну да, здесь я всегда буду с вами на связи. Все, до новых встреч. И если что, все вопросы в Discord задавай. Отвечу на любой вопрос. Ну, кроме, конечно, размера моей груди. Тут уж простите, я, конечно же, вам совру. Ну все, пока-пока.